Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Одна из самых сложных форм для мастера маникюра в Апиле – это миндаль. В этом ролике хочу поделиться с вами, как можно сделать красивый, изящный миндаль и восстановить клюющие ногти. Поехали! Вот такие ногти сегодня нам предстоит преобразить. Да, если посмотреть, то кажется, что это миндаль, но если присмотреться детальнее, мы видим и неровности, и перепиленные нижние параллели. Кстати говоря, модель сказала, что эти ногти ей выполняла подружка. Мы уже с вами разбирали эту тему, что не всегда, когда делают подружки и к тому же за бесплатно, получается хороший результат. Поэтому, если вдруг ваша подруга мастер или вы делаете своей подруге, всегда делайте, пожалуйста, качественно, на совесть и обязательно, даже с подругой, берите оплату за маникюр. Никогда не работайте бесплатно, иначе нет мотивации, нет никакого желания, вам деньги не платят, и в итоге полное разочарование, и вам неохота ничего делать, получается процедура, как бы так себе, мягко говоря. Поэтому никогда не работаем бесплатно ни с моделями, ни с подругами. С кем мы можем работать бесплатно, это исключение. Например, с вашими близкими родственниками, мамы, дочери и так далее, сестра. Потому что любой труд должен быть оплачиваемый, на мой взгляд. Ну а мы с вами снимаем старое покрытие. Тут было выполнено укрепление гелем. Видимо, гель положили в технике выравнивания, но как таковой ровной поверхности не получилось. Оставили так, как есть, как гель лег, так лег, и затем уже нарисовали френч. Поэтому гель необходимо опиливать. И сегодня мы будем тоже восстанавливать ногти при помощи твердого материала. Объясню почему. У нас есть достаточно большая длина. Если мы будем укреплять ее только базой, то, возможно, ногти будут сильно гнуться по точкам роста и могут сломаться. Даже сейчас мы видим некоторые трещины. Например, на указательном вижу небольшую трещину, нам необходимо ее отремонтировать. Для этого полностью убираю в этом месте старый материал, и зачастую эта трещина, она либо выпиливается, либо вырезается для того, чтобы сделать заплатку. Если эту трещину отремонтировать сверху, то не всегда получается хороший носибельный вариант. Очень часто эта трещина продолжает дальше идти. Поэтому в таком случае я бы рекомендовала использовать шелк для ногтей или специальный файбергласс, либо стекловолокно, которое будет армировать две половинки ногтя, не давая трещине дальше расходиться. Подготавливаем ногтевую пластину, бафим поверхность, и можно убрать материал пилкой там, где трещина. И приступаем к маникюру. Видим, что над кутикулой красная область, а значит близко расположены капилляры. В таком случае нужно работать аккуратно. Давайте подумаем, почему же на указательном появилась трещина по точке роста. Дело в том, что чаще всего указательные вниз растущие. Посмотрите сейчас на свои ногти. Как правило, именно указательный растет вниз. Бывают, конечно, исключения. Например, если ногти вверх растущие, то указательный будет ровный. Но чаще всего, поскольку его рост вниз, необходимо поднимать клюющий кончик во избежание появления таких трещин по точкам роста. Сначала я попробовала кутикулу срезать при помощи красного шарика, но это было малоэффективно, поверхность нагревалась, поэтому я перешла на насадку с синей насечкой. Она эффективнее убирает более плотную кожу, поэтому насадку мы тоже подбираем, исходя из типа кутикулы. И очень важно в этом разбираться, как правильно подбирать вид маникюра. Конечно, более детально мы это рассматриваем в курсе Топ-мастер, как подбирать правильно маникюр под тип рук, ногтей и кожи клиента. Ну а мы с вами наносим праймер для улучшения сцепки и прозрачную базу в тонкий слой. На непросушенную базу буду устанавливать файбергласс вместо трещины. Слегка притаптываю кистью, пропитываю эту полосочку материалом и только так отправляем в лампу на просушку. Сказать, что этот способ будет 100% носибельным для данного клиента, сложно. Но будем надеяться, что все прекрасно продержится. Тут необходимо каждый раз подбирать индивидуальный случай восстановления пластины. Ну и, конечно, для того, чтобы наш миндаль был изящным, красивым, необходимо выполнить поднятие клюющих кончиков. Для этого использую гель. И сначала кладу его на свободный край, чтобы сделать там большую толщину, для того, чтобы потом выпилить изнутри эту толщину, и ноготь получился ровным. Поэтому, когда вы накладываете гель,
Не бойтесь объема на свободном крае. Многие боятся, делают тонкое укрепление, ногти как были вниз растущими, такими и остаются. А затем уже второй каплей мы выполняем укрепление. Самое главное, не забываем дать объем материала по центру ногтя, там, где стрессовая зона, для того, чтобы не было сломов. Я слегка располагаю пальчик вниз, для того, чтобы не было затеков на кутикулу. Посмотрите, какой плавный переход от кутикулы. И для того, чтобы материал стекал на свободный край. Опять же, для эффекта приподнятия клюющего ногтя. То есть сейчас на кончике прям такой достаточный объем. Конечно, есть разные способы восстановления ногтей. Например, мы могли бы использовать верхние формы. Тогда, возможно, нам не пришлось бы работать 2 шарика, а сразу за один выполнить правильную архитектуру. Но сегодня мы рассмотрим именно такой из способов. Отсутствующие перепиленные нижние параллели также достраиваем при помощи геля. Вытягиваю по воздуху и быстро прихватываю фонариком. Буквально несколько секунд материал схватился, и можно добавлять повторную полоску из геля и снова просушивать. Только не забываем после этого отправить на окончательную полимеризацию в лампе, потому что, конечно, такой просушки в несколько секунд фонариком просто недостаточно. На самом деле с одного раза не всегда получается достроить эти нижние параллели. Когда начинаешь опиливать, часто в этих местах материал ложится слишком тонко, либо вообще откалывается, отламывается. Поэтому здесь такая совместная работа вместе с клиентом по отращиванию ногтей и восстановлению красивой формы. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. При выкладке материала я не смотрю на блик, я не переворачиваю палец, чтобы не тратить время. Почему? Потому что затем мы будем выполнять поверхностный опил, и это будет просто тратой времени. Все просушили, снимаем липкий слой, и вот теперь приступаем к опилу. Сначала устанавливаю пилку под ногтевую пластину, чтобы приподнять клюющий свободный край. Не бойтесь, расположите практически лежа пилочку. Затем начинаем опиливать нижние параллели. Из точки роста прямая линия и плавный подъем к свободному краю. Затем смотрим на палец при виде сверху. Делаю равномерное сужение с обеих сторон длинными движениями к центру. Тут важно не совершать слишком коротких движений, тогда свободный край будет граненый, как граненый карандаш или граненый стакан, поэтому делаем более длинные движения. Ну и теперь поверхностный опил. Тут самое главное не снести все то, что мы выкладывали до этого сверху. Поэтому сначала делаю ровную площадку от наивысшей точки, и затем уже скругляю боковые стороны. Тут также выполняю длинные движения. Не забываем сравнивать длину, средний должен быть слегка подлиннее, нежели чем указательный. При перевороте руки вы увидите теперь сильные ступеньки, из-за того, что мы пилку уклали под ногтевую пластину. Этот объем необходимо убрать, чтобы свободный край не перевешивал и не было трещин по точкам вроста. Для этого использую ту же насадку, которая снимала покрытие. Твердосплавная с тонким носиком. Ей удобно подлезать даже в труднодоступные места. Натуральный ноготь можно полностью не выпиливать. Самое главное, почистить изнаночку, чтобы не было грязных участков. Смотрите в торец, чтобы толщина была не больше, чем кредитная карта. Вот и все. Мы выполнили изящный миндаль. И теперь дело за дизайном. Подготавливаю поверхность при помощи мягкого бафа, чтобы она была гладкой. И выполним рисунки гель-лаком. Вот такой блестящий, светоотражающий. Делаю хаотичную линию при помощи тонкой кисти. Чтобы гель-лак не растекался, можно прихватить его слегка фонариком. Очень удобно на самом деле работать с таким фонариком, всегда очень выручает. Ну и затем другим цветом также выполняем хаотичные линии, заполняя ноготь. У нас получается такой минималистичный дизайн, ведь модель просила что-то не очень яркое, но чтобы было красиво. Покрываем топом в средний слой, для того, чтобы слегка перекрыть дизайн. Но если он будет выступать, в этом нет ничего критичного, он будет слегка рельефный. Ну и не забываем покрыть изнаночки, запечатываем натуральный ноготь, чтобы он не отслаивался.
Давайте подведем итог. Не всегда на натуральных ногтях получается идеальный миндаль. Гораздо красивее он выглядит, если восстанавливает ногти. Поэтому учимся работать с твердыми материалами, сейчас без них никуда. Смотрите множество видео на моем канале, как работать с гелем и полигелем. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!